Приветствую всіх в своєму саду. Вітаю вас. Сьогодні дуже цікава тема на нас чекає. Сегодня я хочу рассказать маленькие хитрости большого укрытия роз на зиму. Видео снимала вчера, солнечный денек, сегодня уже холодно, пасмурно. Снимаю заставку, все как обычно. И у нас минутка тишины, сосед перестал стричь траву. Тихо, могу рассказать вам. Значит, я испробовала много методов укрытия роз. Это, кстати, плетистая, которая сзади меня. Плетистых роз это не касается. Это роза Royal Parfum. Плетистая. Плетистых роз не касается. Я укрывала вон на том кругу. Обещала вам рассказать, как, что и где. И там, кстати, 72 куста. Я их все обрезала, почистила, ставила дуги. Покажу, расскажу как. А агроволокно буду уже натягивать, когда будет постоянный минус. Малышня там нам помогает активно. Смотрите видео, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. Будет много интересного. Последние дни теплые. Прогноз погоды посмотрела. Совсем не радостно. Уже минус ночью. Пришла к выводу, что пора розы укрывать. Пора розы укрывать. Хочу рассказать вам, как я это делаю. Год назад я на это потратила чуть ли не 2 недели своей жизни. Вот эта круглая клумба. Вот она, я стою по центру. Всем привет. Тут около 77 кустов. В этом году досадила весной 20 еще. 30 кустов плетистых. Представьте. В общем, это долгая история, и к ней прям надо подготовиться. Прямо подготовиться. Но я начала делать новым способом. Ну, отчасти новым, отчасти стареньким. Прошло 3 часа, и я уже половину круга почти сделала. Сейчас вам покажу, как это будет. Может быть, кому-то из новеньких и пригодится. Потому что в интернете видео, конечно, на эту тему бесчисленное множество. Ну, повторение мать учения. Сейчас покажу. Ну, значит, с чего мы начинаем? Начинаем с того, что самое жалко. Вот у нас куст красивенный, с длинными ветками. Вот этот. Покажу на это. Мы берем и обрезаем все ветки, от слова все, жалко, не жалко, под высоту вашего укрытия. Прямо вот так. Высота укрытия обычно 40-50 сантиметров. Не выше. Выше все равно продует. Тут у меня растут в основном флорибунды чайно-гибридные. Чайно-гибридных меньше, флорибунд больше. Так, вот что мы сделали. Так, еще одна ветка. Вот так. Режем и большие, и маленькие, и все подряд. Так, дальше я мульчировала летом скошенной травой. Вот такой. Кое-что тут проросло, конечно. Берем. Так, ну вот,
что у нас получилось горы срезанных веток. Прямо с бутонами, с листьями. И вот такой контур. Не обращаем внимания на шум. У нас тут стройки. Так, вот тут вот мы, значит, повычищали уже под кустами почти. Вот. Дальше мы берем композитную арматуру. Вот такую. Сейчас я вам покажу, что это. Композитная арматура представляет из себя арматуру тоненькую. Вот это, по-моему, 3,5 или 4. И она вон такую оболочку пластиковую, чуть шершавую. Она очень легко гнется, видите? Режем ее на куски по 2 метра. Я в том году порезала по 1,50 м. Это коротко. Так, на заднем плане у нас группа поддержки делит фрисби порванную. Эй, малышня, коротышня. Так, не отвлекаемся на собак. Вот эта арматура. В этом году у меня рост стало больше, поэтому мы только что докупили, ездили более тонкую. Я ее хочу порезать по 2 метра. По 2. Тут туба 50 метров. Она вообще недорогая. Покупается в обычном строительном магазине. Дальше мы вот эти порезанные, это прошлогодние, берем и просто вокруг вашего розария вставляем в землю сантиметров там на 10, на 15, на 20, смотря какая у вас почва. Она должна, конечно, не выскочить назад. Вот так загибаем и втыкаем. Вот что получается. Если спросите о листья, про листья расскажу. Сейчас все расскажу, что мы делаем с листьями. Их, конечно же, оставлять на розах нельзя. Так, пила. Пила, это у меня, я выпиливаю самые толстые ветки пилой. Самой обычной. Ну, нужна, конечно, садовая пила. Прикупим садовую пилу. Видите, сколько много всяких веточек, но обрезать я их буду весной, потому что у меня просто на это нету времени сейчас. У меня всего больше 200 роз на участке, можете себе представить. Ой, стрекоза была, улетела, хотела показать вам. Так, дальше. Следующим этапом, значит, когда мы вот это все, тут листья сами облетели. В принципе, можно подождать, когда они облетят, но нам надо их удалить. Расскажу как. Сейчас. Так, вот нашла. Железный купорос. Не медный, железный. Значит, берем пачку железных купорос. Смотрим, сколько у вас. Ой, так, 500 грамм. 500 грамм. Если я не забыла, 10. 500 грамм на 10 литров. По инструкции. Можно чуть меньше, если вы боитесь. Я сделала в том году 300 грамм на 10 литров. И у меня листья не все осыпались. Поэтому в этом году возьму 500, как написано. Значит, берем мы его, разводим в нашем опрыскивателе и проходим прямо по розе. Вот это у меня, кстати, плетистая роза.
красотка, к которой я боюсь даже подойти, чтобы начать ее обрезать. У нее 2,5 на 2 высота и ширина. Расскажу в следующем году уже про нее. С плетистыми тут другая история. Опрыскиваем, в общем, все наши вот те кустики и ждем 3 дня. Через 3 дня листья все на розе засохнут и их ветром унесет. Покажу, значит, что мы делаем дальше. После того, как опали наши листья, они просто засыхают. Вот такие будут засохшие листья. И осыпятся, и все, без проблем. И болячки все уйдут вместе с ними. Значит, после этого идем в строительный магазин. Вообще-то надо заранее. И покупаем вот такие строительные гвозди. С такой штучкой. Эта штучка в середину заталкивается. Сейчас покажу одной рукой. Неудобно. Вот сюда ее вставляете, но не сильно. И сейчас покажу, что делаем. Ой, это мы будем укрывать сами розы. Но делать это надо уже, когда будет стабильный минус. И днем, и ночью минус на улице. Сейчас, значит, предварительно вот в таком состоянии. Без листьев у нас будут розы. Раскладываем вот этот агроволокно наше. Вот так на дуги. Они отлично лягут. Плотностью 60 в 2 слоя. Получится, у меня получится вот такая труба по всему участку. Теперь уже по всему. В прошлом году было половину, роз не было. Так, значит, 2 слоя мы с 2 сторон. Теперь такой гвоздик берем. Сюда ставим его не до конца, эту штуку. И молотком просто забиваем до земли. И они фиксируют, держат наше на дугах волокно. Главное, чтобы ветки розы не упирались. У меня в том году проткнули агроволокно. Я переживала, что холод туда попадет, но все обошлось. Весной вытаскивайте их, складывайте до зимы. Вот и все. И красота такая получается эстетично. Не надо никаких досок, палок, каких-то там, не знаю, укрывных. Я когда все доделаю, наверное, еще кусочек видео досниму вам. А еще хочу рассказать, в том году была смешная история зимой. Мороз был минус 15 где-то. Собаки бегали тут. Бегали тут по улице. И Майя наша. Вот тут было все вот это завязано на узел на краю и кирпичом привалено. Вот так. И труба была просто. Наша Майя нашла где-то дырку. Эва, ты сторожишь арматурину? Да? Залезла, в общем, она в этот туннель. Залезла, а ума не хватило вылезти. Я ее и звала, и выманивала. Тут же все заледенело, снегом засыпанное. И такой, как сугроб прямо получился. И где-то там Майя. Пока я ее выманивала, стало уже смеркаться. Думаю, ну ладно, она замерзнет и вылезет назад, как залезла. Пошла домой, сама выглядываю в окошко. Ну что вы думаете, прошло 15 минут, наша Майя не вылезла. Мы ночью с фонариками светили в эту трубу. Ну, ночью, часов 7 уже было вечера. Пришлось вырывать эти гвоздики в одном месте, где мы ее насветили, там, где она прижалась к земле и лежит, испугалась, замерзла уже.
Вырвали эти гвоздики из замерзшей земли, заледенелой. Вытащили ее. Назад гвоздик уже не забить. Кирпичами завалило. Но все обошлось. Розы не замерзли. И Майя от холода не заболела. Они у меня зимой гуляют без одежек. Потому что попробуйте 4 одеть, раздеть. Поэтому я переживала, чтобы она не замерзла. В общем, может быть, мои советы помогут вам. И вы свои розочки очень быстро укроете на зиму. Я на следующий год еще много обзоров про розы сделаю. Ну все, побежала дальше дела делать. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Еще обязательно покажу, когда туннель весь натяну, сниму вам видео. Пока-пока.